Вы когда-нибудь задумывались о том, какой самый важный предмет в вашем доме? Тот, который сможет полностью преобразить вашу жизнь и принести благополучие в ваш дом. Сегодня я поделюсь с вами древними знаниями, передающимися из поколения в поколение, секретом, который может полностью изменить ваше отношение к изобилию и счастью. Прежде чем рассказать, что это за особый предмет, я хочу, чтобы вы поразмышляли о своем домашнем столе. Да, тот стол, за которым собирается ваша семья, за которым вы едите, где каждый день случаются драгоценные моменты. Стол – это не просто обычный предмет мебели, это энергетическое сердце вашего дома, центр силы, напрямую влияющий на благополучие всей вашей семьи. В буддийской традиции существует священный предмет, который, если его поставить на стол, обладает силой привлечь в ваш дом процветание, гармонию и изобилие. Этот предмет не просто декоративный предмет, он несет в себе древнюю энергию, способную полностью преобразить поток энергии в вашем доме. Позвольте мне поделиться с вами историей Ирины, молодой предпринимательницы, живущей в маленьком городке в сельской местности России. Его некогда процветающее маленькое кафе начало сталкиваться с необъяснимыми трудностями. Клиентов стало меньше, счета росли, и казалось, что над заведением висит тяжелая энергия. Именно тогда Ирина познакомилась с Анастасией, древней хранительницей буддийских традиций, посвятившей свою жизнь изучению энергетики пространств. Зайдя в кафе Ирины, Анастасия сразу поняла, в чем дело. На главном столе заведения отсутствовал самый важный элемент, способный полностью преобразить энергетику заведения. «Дорогая моя», — сказала Анастасия с безмятежной улыбкой, — «ты так заботишься о современном декоре, последних тенденциях, но ты забыла самое главное — священный предмет, который наши предки всегда держали на своих столах, чтобы обеспечить достаток и изобилие». Ирина, заинтересовавшись словами Анастасии, попросила ее сесть. В тот день кафе было пусто, как это стало обычным явлением в последние месяцы. Тишина позволила молодой бизнесвумен полностью сосредоточиться на учении, которое ей предстояло получить. «Понимаете?» – начала Анастасия, нежно проводя рукой по деревянному столу. «Этот стол – не просто место, где подают кофе и пирожные. Это центральная точка, где энергия изобилия может течь или застаиваться. Каждый стол в наш дом или коммерческое предприятие подобно священному алтарю, порталу к процветанию». Пока она говорила, Анастасия открыла свою старинную вышитую тканевую сумку и достала что-то, тщательно завернутое в красную шелковую ткань. Глаза Ирины расширились от любопытства, но мудрая женщина продолжила объяснение, прежде чем показать предмет. Наши предки понимали то, что забыло современное общество. Они знали, что энергии процветания нужна точка опоры, священный символ, который действует как магнит для изобилия. Это не суеверие, моя дорогая. Это древняя наука, которая работает с невидимым потоке энергии, текущей в наших пространствах. Ирина внимательно следила за каждым движением Анастасии. Присутствие женщины передало мир и мудрость. Его жесты были продуманными и изящными, как будто каждое движение было частью священного ритуала. Прежде чем я покажу вам этот предмет, мне нужно объяснить кое-что фундаментальное. Процветание – это не только деньги. Оно связано с гармонией, балансом и естественным потоком изобилия во всех сферах жизни. Когда мы ставим этот священный предмет на стол, мы создаем энергетическое поле, которое влияет не только на наши финансы, но и на наши отношения, наше здоровье и наш внутренний мир. Деловая женщина подумала о своем кафе, когда-то полном жизни и смеха, а теперь тихом и пустом. Она думала о своих бессонных ночах, беспокоилась о счетах. В ее сердце забрежила надежда, что, может быть, только может быть, эта загадочная дама сможет помочь ей вернуть не только бизнес, но и радость жизни. «Но должна вас предупредить», — продолжила Анастасия уже более серьезным тоном, «этот предмет требует особого уважения и ухода. Это не просто положить его на стол и ожидать чудес. Это целый ритуал,
правильное расположение и зарядить его энергией. И самое главное, существует правило о том, что никогда не следует размещать рядом с ним. В это время Анастасия начала медленно разворачивать шелковую ткань. Сердце Ирины забилось быстрее в ожидании открытия этого загадочного предмета, который может изменить ее жизнь. Но прежде чем объект был полностью раскрыт, мудрая женщина остановилась и внимательно посмотрела в глаза молодой бизнес-леди. Вы действительно готовы получить это древнее знание? Готовы ли вы следовать священному руководству, которое сопровождает этот объект силы? Ирина глубоко вздохнула и решительно кивнула. Что-то внутри него подсказывало ему, что этот момент был решающим, поворотным моментом в его жизни. Анастасия улыбнулась, заметив искренность в глазах молодой женщины. «Этот предмет, — продолжила Анастасия, — представляет собой священную статуэтку, олицетворяющую вселенское изобилие. Но это не просто украшение, это проводник энергии, который наши предки использовали для поддержания потока процветания в своих домах и на предприятиях». Деликатными движениями она, наконец, показала маленькую золотую статуэтку. Оно не было слишком роскошным, но его внешний вид сразу привлек внимание Ирины. Его детали были тщательно проработаны, и даже в мягком свете кафе он, казалось, излучал собственное сияние. «Теперь обратите пристальное внимание», — сказала Анастасия, «потому что расположение и уход за этой статуэткой так же важны, как и ее присутствие. Во-первых, она всегда должна быть обращена на восток, в сторону восходящего солнца. Это позволяет ей улавливать энергию новый день и распространить его по окружающей среде». Затем Анастасия встала и стала опытным взглядом осматривать пространство кафе. «Ваш главный стол необходимо переставить. Здесь нельзя оплачивать счета, нельзя размещать на нем сумки и личные вещи. Этот стол должен стать настоящим алтарем процветания». Мудрая женщина продолжила свое учение, ее мягкий, но твердый голос эхом разнесся по пустому кафе. Есть 3 фундаментальных правила, которые никогда нельзя нарушать. Первое. Никогда не оставляйте фигурку пыльной, это блокирует ее силу притяжения. Второе. Никогда не ставьте ее на место. Рядом с острыми предметами вроде ножей или ножниц, они отсекают поток энергии. И третье. Пожалуй, самое главное, никогда, ни при каких обстоятельствах не позволяйте кому-либо садиться на стол, где они расположены. Ирина внимательно слушала, впитывая каждое слово. В ее памяти словно пробудилось древнее знание, то, что она всегда знала, но забыла. Кроме того, продолжила Анастасия, существуют ежедневные ритуалы, которые необходимо выполнять для поддержания и усиления силы статуэтки. Каждое утро, до восхода солнца, необходимо зажечь рядом с ней белую свечу и загадать 3 желания. Одно на материальное процветание, один для духовной гармонии, а другой для блага всех, кто входит в его учреждение. Затем старуха снова полезла в сумку и достала небольшой пузырек с ароматическим маслом. Это масло особенное, изготовлено из священных эссенций. Раз в неделю необходимо помазать основание статуэтки 3 каплями, обязательно по часовой стрелке, визуализируя достижение своих целей. Но помните, предупредила Анастасия проницательным взглядом, этот священный предмет – не магический талисман, который будет действовать в одиночку. Это канал, усилитель вашей собственной энергии и намерений. Ваша вера и преданность ритуалам имеют основополагающее значение для «пусть энергия процветания течет свободно». Ирина смотрела на статуэтку со смесью благоговения и надежды. Удивительно, как, казалось бы, простой предмет может нести в себе столько смысла и силы. Анастасия заметила его задумчивый взгляд и продолжила. «Сейчас я научу тебя ритуалу активации. Это священный момент, который нужно выполнять с полной концентрацией и уважением. Во-первых, нам нужно очистить стол». Точными жестами Анастасия достала из сумки небольшой колокольчик и стала аккуратно круговыми движениями звонить им по столу. Кристально чистый звук словно очищал воздух, создавая в комнате иную атмосферу.
А звук колокольчика, объяснила она, рассеивает застойные энергии и создает защитное поле. Теперь давайте подготовим место, где статуэтка будет оставаться навсегда. Она достала небольшой кусок красной шелковой ткани и положила его на стол, образовав идеальный квадрат. Этот цвет выбран не случайно. Красный – цвет жизненной силы, силы и процветания в буддийской традиции. Прежде чем поставить статуэтку, вы должны сделать простое, но значимое подношение. Поставьте у ее ног небольшую тарелку сырого риса и 3 новые монеты. Рис символизирует изобилие, а монеты символизируют умножение процветания. Выполняя каждый шаг ритуала, Анастасия учила Ирину важности мелких деталей. Обратите внимание, как естественный свет падает на фигурку в течение дня. В пасмурные дни или ночью держите рядом с ней зажженную свечу, но ни в коем случае не прямо. Прямо вперед, пламя должно быть с правой стороны. Каждое новолуние следует обновлять подношение и очищать статуэтку розовой водой. Это мощное время, чтобы подтвердить свои цели и поблагодарить за полученные благословения. Ирина впитывала каждое слово, каждый жест, чувствуя, что ее приобщают к глубоким и преобразующим знаниям. Анастасия продолжила свое учение. Есть также священные слова, которые необходимо шептать фигурке каждое утро. Это мантры процветания, усиливающие их силу. Я научу их вас, но помните, они будут иметь эффект только в том случае, если их произносить с чистое сердце и истинная благодарность. Анастасия на мгновение закрыла глаза, сосредоточившись, прежде чем поделиться священными мантрами. Когда он снова открыл их, его голос звучал музыкально, почти гипнотически. Первую мантру следует читать на восходе солнца, Ом Васудхара Сваха, которая призывает энергию вселенского изобилия. Вторую – в полдень, Ом Лакшми Намах, которая активирует поток процветания. И третью – на закате, Ом Шанти Пушти Сваха, которая запечатлевает благословение дня. Ирина тщательно повторяла каждую мантру, чувствуя вибрационную силу древних слов. Пока они вместе тренировались, в кафе стало происходить что-то необыкновенное. Свет, льющийся из окон, казался более золотистым, воздух светлее, словно само пространство просыпалось от долгого сна. «Теперь», — сказала Анастасия, — «я научу вас признакам, указывающим, что энергия течет правильно. Понаблюдайте за растениями вокруг статуэтки, они станут более пышными. Клиенты, естественно, предпочтут сесть рядом с ней, даже не осознавая этого. Осознанно свое присутствие, и вы заметите, что разговоры в этой области станут более позитивными и продуктивными». Мудрая женщина сделала паузу, пристально глядя Ирине в глаза. «Но есть и предупреждающие знаки, о которых вам следует знать. Если фигурка издает звенящий звук, даже не прикасаясь к ней, это предупреждение о том, что негативные энергии пытаются приблизиться. Вы замечаете, что близлежащие растения начинают необъяснимым образом увядать. Пришло время провести более глубокую энергетическую чистку». Затем Анастасия научила Ирину, как выполнять эту специальную чистку. В ночь полнолуния приготовьте смесь родниковой воды с 3 каплями эфирного масла сандалового дерева. Аккуратно промойте фигурку этой водой, используя новую белую хлопчатобумажную ткань. При этом вы делаете это. Визуализируйте золотой свет, исходящий из него и заполняющий всю комнату. Также помните, что существуют особенно мощные дни для усиления энергетики статуэтки. Первый день каждого лунного месяца, весеннее равноденствие и летнее солнцестояние – это времена, когда ее сила достигает пика. В эти дни необходимо совершать специальный ритуал благодарности. Пока она говорила, Анастасия начала организовывать пространство вокруг статуэтки. «Посмотрите, как мы создали простой, но мощный алтарь. Слева небольшая вазочка с живыми цветами, всегда нечетное количество. Справа белая свеча. Небольшое блюдо с рисовыми зернами, которое необходимо обновлять каждые 7 дней. Но самое главное, подчеркнула она,
– это сохранять чистоту своих намерений. Процветание, которое привлекает этот священный объект, не только материальное. Он должен приносить пользу каждому, кто соприкасается с его энергией. Чем больше вы делитесь его благами, тем больше они будут размножаться. Через несколько недель после визита Анастасии Ирина начала замечать небольшие, но существенные изменения в своем кофе. Как будто в окружающей среде пробудилась новая энергия. Первые признаки проявились в мелочах. Растения стали цвести более энергично, аромат кофе казался более обволакивающим, а естественный свет словно по-другому танцевал в окнах. «Это невероятно», — думала Ирина, выполняя утренний ритуал, зажигая свечу и читая мантры, которым ее научила Анастасия. Поначалу она чувствовала себя немного неловко, практикуя эти ритуалы, но вскоре они стали самой особенной частью ее дня. Через месяц после начала тренировок стало происходить нечто примечательное. Старые клиенты начали возвращаться, приводя друзей. Многие отметили, что кафе стало другим, более гостеприимным, но не смогли объяснить, что именно изменилось. «Здесь есть что-то особенное», — сказала постоянная клиентка, наслаждаясь завтраком. «Как будто это место обладает энергетикой, которая заставляет вас хотеть остаться здесь подольше». Ирина улыбнулась, наблюдая, как люди естественно выбирают столики рядом со статуэткой. Анастасия объяснила, что так и будет. Священный предмет создавал поле положительной энергии, которую люди могли неосознанно чувствовать. Но изменился не только кофе. Ирина стала замечать в себе изменения. Тревога, когда-то охватившая ее, уступила место чувству спокойствия и уверенности. Ваши бизнес-решения стали более ясными и интуитивными. Фигурка как будто не только привлекала благополучие, но и приносила мудрость. Однажды утром, еженедельно чистя статуэтку, к Ирине пришел неожиданный гость. Это была София, старая подруга, которая много лет назад уехала за границу. Она стала известным шеф-поваром и вернулась в город. «У вас чудесный кофе, Ирина!» – воскликнула София, восхищенно оглядываясь по сторонам. «Знаете, я планирую открыть ресторан здесь, в городе, и мне бы хотелось сотрудничать с вами. Мы могли бы создать уникальное обеденное пространство, объединив ваше кафе с моей кухней». Ирина почувствовала, как ее сердце ускорилось. Это была именно та возможность, которая ей была нужна для расширения своего бизнеса. Обсуждая детали, она не могла не заметить, что София села именно в то место, которое Анастасия указала как точку питания, прямо на одной линии со статуэткой. Партнерство с Софией сложилось естественно, как будто эту встречу организовала Вселенная. Планируя расширение бизнеса, Ирина поделилась с подругой Анастасией учением об энергетике пространств и важности сакральной статуэтки. «Знаешь, София», — сказала Ирина, когда они готовили дизайн нового помещения, «я узнала, что процветание приходит не только от упорного труда, но и от того, как мы заботимся об энергии вокруг нас. Каждая деталь имеет значение». Точно. София, всегда отличавшаяся более прагматичным складом ума, поначалу проявила легкий скептицизм. Однако она не могла отрицать видимую трансформацию, произошедшую в кафе Ирины. Атмосфера была особенной, гостеприимная энергия вызывала у людей желание вернуться. Следуя наставлениям Анастасии, Ирина настояла на некоторых принципиальных положениях нового истеблишмента. Главный стол, на котором будет стоять статуэтка, должен быть выровнен по линии восхода солнца. Цвета окружающей среды должны соответствовать гармоничной палитре, дополняющей энергетику священного объекта. «На каждом столе будет своя мини-фигурка», — пояснила Ирина, «но главное, наш якорь процветания будет находиться в центре комнаты. Важно, чтобы энергия могла свободно течь по всему пространству». По мере реализации проекта начали происходить необычные события. Появились исключительные поставщики, предлагающие качественную продукцию по справедливым ценам. Известный архитектор, постоянный посетитель кафе, предложил спроектировать новое пространство за символическую плату,
заявив, что эта идея его необъяснимо вдохновила. Во время ремонта Ирина взяла за правило соблюдать ежедневные ритуалы. Каждое утро, до прихода рабочих, она зажигала свечу, читала мантры и очищала комнату сандаловыми благовониями, как учила Анастасия. Однажды днем, наблюдая за работами, Ирина получила неожиданный звонок. Это была Анастасия, ее голос был таким же спокойным, как и в первый раз, когда они встретились. «Моя дорогая», — сказала мудрая женщина, — «я почувствовала, что мне необходимо связаться с тобой. Ты следовал учению с преданностью и уважением. Теперь пришло время изучить следующий уровень ритуалов процветания. Мне нужно тебя научить кое-чему особенному», — продолжила Анастасия. «Когда Луна достигнет растущей фазы, мы устроим встречу. Есть более глубокие ритуалы, которые вы теперь готовы принять». На следующей неделе Анастасия пришла в кафе незадолго до рассвета. Он нес с собой небольшую деревянную шкатулку, на которой вырезаны древние символы. Воздух, казалось, стал гуще от его присутствия, как будто само окружение осознало важность этого момента. «То, чему я собираюсь вас сейчас научить», — начала Анастасия, — «это знания, которые передавались от мастера к ученику на протяжении поколений. Обратите внимание, что ваша фигурка уже создала мощное энергетическое поле, но мы можем еще больше усилить его силу». Она осторожно открыла коробочку, обнаружив маленькие кристаллы разных цветов. «Каждый кристалл, — объяснил он, — представляет собой отдельный аспект процветания. Золотой цитрин привлекает материальное изобилие. Аметист приносит мудрость в финансовых решениях. Розовый кварц гармонизирует деловые отношения». Точными движениями Анастасия начала располагать кристаллы вокруг фигурки, образуя определенный геометрический узор. Это священное устройство создает вихрь энергии. Оно похоже на антенну, которая усиливает силу статуэтки. «Но помните, — серьезно предупредила она, — с большей силой приходит и большая ответственность. Вы должны использовать эту энергию на благо не только себе, но и всем, кто соприкасается с этим пространством». Затем Анастасия научила Ирину новому, более сложному утреннему ритуалу. Помимо основных мантр теперь существовала определенная последовательность движений рук священной мудры, которые нужно было выполнять, повторяя древние слова силы. «Обратите внимание, как меняется энергия, когда вы выполняете эти движения», — посоветовала Анастасия. «Почувствуйте тепло в своих ладонях, тонкую вибрацию, пробегающую по вашему телу. Это энергия процветания, проявляющаяся через вас». Когда они тренировались вместе, Ирина почувствовала что-то необыкновенное. Через ее руки как будто текли маленькие струйки золотой энергии, соединяя ее со статуэткой и кристаллами. Окружающий воздух, казалось, переливался мягким, почти незаметным светом. «Теперь, — продолжила Анастасия, — я расскажу вам о лунных циклах и о том, как они влияют на энергию статуэтки. Каждая фаза Луны приносит разные возможности поработать с этой священной силой». Нежным жестом она достала из сумки небольшой лунный календарь, украшенный золотыми символами. «В новолунии мы концентрируемся на посадке семян новых начинаний. Именно тогда вы должны обновить свои намерения и тщательно очистить статуэтку. На растущей Луне мы взращиваем рост, это время добавления новых элементов на алтарь». Ирина внимательно наблюдала, как Анастасия рисовала на небольшом листке бумаги схему, показывающую, как именно следует переставлять элементы алтаря во время каждой лунной фазы. «В полнолунии, — продолжила она, — сила достигает своего пика. Именно тогда мы совершаем ритуал благодарности и изобилия. А на убывающую Луну мы высвобождаем то, что уже не служит, очищая пространство от застоявшихся энергий». Как он объяснил, Анастасия начала переставлять кристаллы вокруг статуэтки. «Видите, как естественный свет по-разному взаимодействует с каждым кристаллом? Это не совпадение. Положение каждого камня создает особое энергетическое поле». Внезапно в кафе вошел посетитель. Было еще очень рано,
Но Ирина узнала важного местного бизнесмена. Он на мгновение остановился, оглядевшись, как будто почувствовал в комнате что-то другое. «Обратите внимание», – прошептала Анастасия, как он естественным образом движется к созданному нами энергетическому полю. Это сила алтаря в действии. Бизнесмен сел рядом со статуэткой и, оформив заказ, начал работать за ноутбуком. Через несколько минут он с восторженной улыбкой позвонил Ирине. «Знаете», – сказал он, – «я подумывал об организации встреч моей компании в другом помещении. Здесь есть что-то особенное, энергия, которая помогает прояснить мысли. Можно ли зарезервировать место для корпоративных мероприятий?» Ирина многозначительно переглянулась с Анастасией, прежде чем ответить бизнесмену. Это было именно то, что предсказала мудрая женщина. Сила статуэтки начала привлекать новые возможности для процветания. «Конечно», – уверенно ответила Ирина. «На самом деле мы только находимся в процессе расширения». После ухода бизнесмена Анастасия безмятежно улыбнулась. «Видите, как это работает? Энергия привлекает именно то, что нам нужно, в нужный момент. Но сейчас мне нужно научить вас чему-то еще более важному, как подготовить пространство для деловых встреч». Анастасия достала из сумки бутылочку золотого масла. Это священное масло, приготовленное в полнолуние из 7 разных трав. Перед каждой важной встречей необходимо помазать 4 угла стола каплей этого масла, обязательно по часовой стрелке. Кроме того, продолжила она, существует особая конфигурация столов для совещаний. Основная фигурка должна быть обращена на восток, но у каждого участника должен быть небольшой прозрачный кристалл кварца, незаметно расположенный под стулом. Это создает поле гармонии и способствует позитивным соглашениям. Объясняя, Анастасия начала демонстрировать, как организовать пространство. Цвета скатерти также важны. Для деловых встреч используйте оттенки золотого или светло-зеленого цвета, которые вибрируют на частоте процветания. «Есть еще кое-что», – сказала она, понизив голос. «Перед каждой важной встречей следует зажигать 3 белые свечи в определенных точках комнаты, образуя треугольник. Это создает поле защиты и ясности ума». Ирина впитывала каждое слово, понимая, как эти знания могут преобразить не только ее кафе, но и создать уникальное пространство для деловых встреч. Как будто открывался новый мир возможностей. В последующие месяцы кафе Ирины превратилось в место встречи деловых людей и успешных людей города. Все чаще там назначались важные деловые встречи и достигались важные соглашения под тонким, но мощным влиянием священной статуэтки. «Это впечатляет», – прокомментировала однажды София, наблюдая за интенсивным движением кафе. «Люди приходят не просто поесть или выпить кофе, они остаются здесь часами, проводят встречи, работают, принимают важные решения». Ирина улыбнулась, вспомнив слова Анастасии о том, что пространство станет центром бурлящей энергии. Но мудрая женщина предупредила, что с ростом успеха возникнут новые проблемы. В одно особенно напряженное утро неожиданно появилась Анастасия. Его лицо выражало беспокойство. «Дорогая моя», – сказала она после приветствия Ирины, – «я почувствовала, что мне нужно приехать. Благодаря такому большому успеху начали приближаться некоторые негативные энергии. Нам нужно усилить защиту пространства». Анастасия объяснила, что успех привлекает не только положительные возможности, но и зависть и густую энергию. Пришло время изучить более продвинутые защитные ритуалы. «Видите», – сказала она, доставая из сумки маленький тибетский колокольчик, – «этот колокольчик имеет особый звук, рассеивающий негативные энергии. Вы должны звонить в него определенными движениями, рисуя в воздухе священные символы». Она продемонстрировала движение, и кристально чистый звук колокольчика, казалось, мгновенно очистил атмосферу. «Более того, – продолжил он, – нам необходимо создать более мощную защитную сеть». Затем Анастасия научила Ирину создавать невидимую энергетическую сеть с помощью кристаллов черного турмалина,
закопанных в 4 углах заведения. Это создаст барьер, который будет фильтровать энергии, попадающие в пространство, объяснил он. «Тебе нужно знать еще кое-что», — сказала Анастасия более серьезным тоном. «Когда бизнес достигает такого уровня процветания, он становится словно маяком света, притягивающим все виды энергии. Нам необходимо создать дополнительные уровни защиты». Анастасия достала из сумки небольшой сверток, завернутый в фиолетовый шелк. Внутри находилась крупная соль, специально приготовленная на основе священных трав. Эту соль необходимо разбрасывать в стратегических точках каждую ночь после закрытия, пояснила она. Поместите щепотку в каждый угол, на дверные и подоконники, всегда по часовой стрелке. Это создаст энергетический барьер, который очищает энергии в ночное время. Обучая новому ритуалу, Анастасия наблюдала за движением кофе. Обратите внимание, как некоторые люди приходят сюда, полные забот, и уходят с чувством легкости. Ваше пространство стало не только центром процветания, но и энергетического исцеления. Затем Ирина поделилась с Анастасией своим наблюдением. Некоторые клиенты, казалось, становились беспокойными, сидя за одними столиками, в то время как другие мгновенно расслаблялись в других местах. «Ах, да», — ответила Анастасия, — «это потому, что каждый стол имеет свою энергетическую чистоту. Я научу тебя гармонизировать эти точки». Она пояснила, что на каждом столе должна быть своя мини-фигурка, но расположенная определенным образом по сторонам света. Кроме того, под каждую ножку стола следует положить небольшие кристаллы, чтобы создать сбалансированное энергетическое поле. «И в приготовлении еды есть что-то очень важное», — продолжила Анастасия. «Кухня — это священное пространство, где преобразуется энергия еды. Там тоже следует создать специальный алтарь». «Кухня», — объяснила Анастасия, проходя в самое сердце заведения, — «это место, где происходит волшебство преображения. Это не просто место, где мы готовим еду. Это священное пространство, где энергия изобилия материализуется через блюда, которые мы готовим. Мы служим». Она еще раз открыла сумку и вытащила небольшой переносный алтарь, изящно украшенный золотыми символами. Это должно быть определенное место на кухне, всегда обращенное на восток. Каждый день, прежде чем начинать готовить еду, вы должны зажечь свечу и выразить благодарность. «Обратите внимание», — продолжила она, располагая алтарь в незаметном, но стратегическом месте, как энергия течет от главной статуэтки зала сюда. Это похоже на реку процветания, которая должна течь беспрепятственно. Затем Анастасия научила Ирину специальному ритуалу, который заряжает еду энергией перед ее подачей. Каждое блюдо должно получить молчаливое благословение. Никаких сложных слов не требуется, просто момент позитивного намерения, визуализация золотого света, окружающего еду. София, присоединившаяся к ним на кухне, зачарованно наблюдала за происходящим. Как шеф-повар, она всегда чувствовала, что в приготовлении еды есть нечто большее, чем просто техника, но она никогда до конца не понимала это энергетическое измерение. «Посуду тоже нужно гармонировать», — объяснила Анастасия, взяв в руки поварской нож. «Каждый инструмент необходимо очистить в новолунии, пройдя очищающий ритуал с розовой водой и шалфеем. Это поддерживает энергию позитивной трансформации в пище». Затем она раскрыла еще более глубокую тайну. Традиционные рецепты несут в себе энергию поколений. Когда мы готовим старое блюдо, мы соединяемся с мудростью предков, поэтому важно сохранять в меню некоторые традиционные блюда, даже когда мы вводим новшества. Есть еще один фундаментальный аспект энергетической ценности еды, продолжила Анастасия, проходя через кухню. То, как мы храним ингредиенты, также влияет на их жизненную энергию. Каждый тип продуктов питания требует особого ухода. Она взяла несколько пустых стеклянных баночек и начала демонстрировать. Зерна, например, следует хранить в прозрачных стеклянных емкостях,
обязательно с небольшим аметистом на дне банки. Это дольше сохранит вашу жизненную энергию и привлечет изобилие. София, полностью поглощенная учением, поинтересовалась, какие травы и специи она использует в своих блюдах. Анастасия улыбнулась, довольная интересом. Травы – мощные союзники в энергии процветания. Каждая из них имеет свою вибрацию. Базилик привлекает изобилие, розмарин защищает энергию окружающей среды, корица ускоряет поток процветания. Но хранить их следует в керамических горшках, а не в пластике. Пока она говорила, Анастасия начала расставлять травы на полке, создавая определенный узор. Видите ли, когда мы организуем травы таким образом, мы создаем энергетическую сетку, которая усиливает их свойства. «Есть кое-что еще более важное», — сказала она, понизив голос. «Эмоциональное состояние тех, кто готовит еду, напрямую влияет на их энергетику. Поэтому, прежде чем приступить к работе на кухне, каждый должен пройти краткий ритуал гармонизации». Она преподавала простую, но мощную технику, 3 глубоких вдоха, визуализируя золотой свет, наполняющий тело, за которым следовала особая мантра, пробуждающая творческую энергию кухни. По прошествии нескольких месяцев кафе Ирины превратилось в нечто большее, чем просто коммерческое заведение, оно стало настоящим центром процветания и гармонии. Посетители приходили не только за вкусными блюдами или ароматным кофе, но и за уникальной энергетикой, которую излучало это место. Священная статуэтка, преданно хранившаяся в центре главного стола, продолжала излучать свою мощную энергию, привлекая изобилие во всех его проявлениях. Практики и ритуалы, которым обучает Анастасия, стали естественной частью распорядка дня, создавая постоянный поток процветания. София и Ирина обнаружили, что, объединив гастрономическое мастерство с древними знаниями об энергетике, они создали нечто поистине экстраординарное. Каждое блюдо, выходившее из кухни, несло в себе не только аромат, но и особое благословение. Анастасия по-прежнему появлялась время от времени, всегда принося новые учения и указания. «Помните, — сказала она, — истинное процветание заключается не только в материальном успехе, но и в гармонии, которую мы создаем вокруг себя. Эта статуэтка — всего лишь канал для пробуждения силы, которая уже существует внутри вас. А ты, мой дорогой зритель, готов преобразить свою жизнь посредством этих исконных знаний. Вы когда-нибудь представляли, каково было бы иметь на своем столе этот священный предмет, привлекающий процветание и изобилие в ваш дом? Если это знание тронуло ваше сердце, не держите его в себе. Поделитесь этим видео с особенными людьми, которые также заслуживают знать этот секрет процветания. Оставьте в комментариях: «Я готова получить все блага, которые приготовила для меня Вселенная». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше древних знаний, которые могут изменить вашу жизнь. Активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления, когда мы поделимся новыми секретами процветания и изобилия. И помните, настоящая магия заключается не только в предмете, но и в намерении и уважении, с которым мы к нему относимся. Пусть энергия процветания обильно вольется в вашу жизнь, принося благословения вам и всем, кто вас окружает. До нашей следующей встречи, когда я раскрою еще больше тайн предков, которые преобразят вашу жизнь.